Бледное солнце медленно поднималось над дикой равниной, но для 3 крошечных щенков его свет не приносил тепла. Им было всего около 6 недель, и совсем недавно они потеряли мать в нелепой и внезапной трагедии. Оставшись одни, дрожащие от холода и голода, они бродили без цели, прижимаясь друг к другу. Сквозь мягкую шерсть уже проступали ребра, а каждый шорох в траве казался угрозой. Без материнского тепла каждый шаг давался все тяжелее. Случайно их маленькие лапы привели их к небольшой поляне. Там стоял еще один потерянный обитатель саванны, молодой слоненок, всего несколько лет от роду. Его уши безвольно свисали, а тяжелое тело словно осело под грузом тоски. Он тоже потерял мать во время сильной бури, и его крики о помощи давно растворились в пустоте. Теперь он бродил один, огромный и одинокий, словно ребенок среди высоких деревьев. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Щенки тихо тявкнули, неуверенно, а слоненок поднял хобот, готовясь защищаться. Но между ними словно проскользнуло что-то невидимое, общее чувство утраты. Медленно, почти робко, щенки встали на задние лапки и сложили передние, будто молясь. Их темные глаза смотрели умоляюще, без слов прося помощи. Слоненок колебался. Сердце колотилось, страх боролся с любопытством. И вдруг один из щенков решился. Он неуверенно подошел и обнял своей маленькой тушкой ногу слоненка. Тот вздрогнул от неожиданности, но не отстранился. Через мгновение к нему подбежали остальные двое и тоже прижались, пряча хвосты и дрожа всем телом. Слоненок осторожно опустил хобот и мягко коснулся их голов. С этого момента они перестали быть чужими. Дни сменяли друг друга, и между ними возникла странная, но теплая дружба. Щенки следовали за слоненком повсюду, радостно пища, когда он позволял им взбираться ему на спину. С высоты они лаяли, будто чувствовали себя хозяевами мира. У ручья они пили воду вместе, 3 маленьких языка рядом с большим хоботом, который подбрасывал струи вверх. Слоненок подталкивал к ним упавшие плоды, делясь всем, что удавалось найти. По ночам он сворачивался клубком, а щенки забирались под его живот, согреваясь и засыпая под ровное дыхание. Там, где раньше жила безнадежность, теперь появлялось тепло. Но дикая природа не знает жалости. Однажды вечером, когда тени вытянулись, из высокой травы послышалось низкое рычание. Появилась гиена, голодная, со скаленными зубами и холодными глазами. Щенки замерли, прижавшись друг к другу. Гиена приближалась все быстрее. Слоненок издал громкий трубный крик, который разорвал тишину. Он рванул вперед, размахивая хоботом и топая тяжелыми ногами. Гиена, не ожидавшая такого отпора, остановилась и скрылась во тьме. Когда все закончилось, щенки спрятались под слоненком, дрожа, но уже в безопасности. Его хобот опустился не для атаки, а чтобы успокоить. Со временем страх ушел из их мира. Они играли в траве, катались в пыли, засыпали рядом, чувствуя тепло друг друга. То, что начиналось с отчаяния, постепенно превратилось в любовь. Семью, которую каждый из них потерял, они нашли друг в друге. Однажды в этих местах появились люди, работники заповедника. Их звали Алексей и Игорь. Они увидели необычную картину. Осиротевший слоненок охранял 3 маленьких щенков, которые спали на солнце, прижавшись к нему. Мужчины были поражены. Перед ними была не просто сцена выживания, а настоящий союз. Осторожно, без резких движений, они подошли ближе. Слоненок насторожился, но щенки тихо залаяли, словно чувствуя, что опасности нет. В итоге всех 4 аккуратно погрузили в машину и отвезли в приют, не разлучая. В заповеднике эта странная семья осталась вместе. Посетители с изумлением наблюдали, как 3 щенка уютно устраиваются рядом со слоненком, а он мягко гладит их хоботом по спинам. Они потеряли все, но обрели гораздо больше, чем могли представить. История, начавшаяся с 3 безмолвных молитв, закончилась настоящим чудом. Она стала напоминанием о том, что семья – это не кровь и родство, а любовь, рождающаяся даже в самых тяжелых обстоятельствах.